Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю невероятно вкусный домашний десерт вишневые зефирки маршмеллоу. Часть из них я сделала в шоколаде. Нежная тающая текстура с ярким вкусом вишни и легкой кислинкой. А вот эти еще и в сочетании с шоколадной глазурью. Это вообще просто волшебство. Мягкие, ароматные, неприторные. Это идеальное лакомство к чаю. Друзья, рекомендую приготовить этот чудесный десерт. Готовится он очень просто, буквально из 3 ингредиентов. И обязательно пишите в комментариях, какой вариант приготовления вам понравился больше. Без шоколада или в шоколаде. Мне, например, в шоколаде больше понравилось. Очень вкусно. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. В первую очередь залью водой желатин и оставлю его для набухания. Перемешиваю и оставляю постоять. Для моего рецепта я использую замороженную вишню. Кстати, именно замороженную вишню очень легко пробить погружным блендером до однородности. И совершенно не будет никаких кусочков. Перекладываю вишневое пюре в сотейник, всыпаю сахар. Перемешиваю, ставлю сотейник на плиту и довожу массу до кипения. Это лакомство готовится очень быстро и получается невероятно вкусно. Для рецепта можно использовать любое ягодное пюре. Я уже делала подобные подушечки, подобные маршмеллоу с клубникой. Но мне кажется, с вишней будет еще вкуснее, потому что будет такая чудесная кислинка. Вишневый сироп закипел. Снимаю его с плиты. И теперь прямо в горячий сироп я добавляю разбухший желатин и хорошо перемешиваю. Желатин сразу разойдется в горячем сиропе. Полученную массу переливаю в миску и оставляю ее остыть, чтобы она стала примерно градусов хотя бы 40. Тогда легче будет все взбивать. Пока вишневая масса остывает, я подготовлю форму. У меня размер формы 20 на 20 сантиметров. Я взяла обычный пакет, разрезала его и смазываю растительным маслом без запаха. Выкладываю в форму смазанной стороной вверх. Это нужно для того, чтобы десерт не прилип. Вишневая смесь остыла примерно до температуры 40 градусов. Миска такая еле теплая, и я начинаю все взбивать. Как видите, масса начинает увеличиваться в объеме, появляется такая пена. И постепенно масса начинает светлеть. Рекомендую для взбивания брать посуду повыше, так как вначале масса довольно сильно брызгается, потому что она очень жидкая. Сейчас массу я взбиваю примерно минут 5. И посмотрите, она уже вот так загустела и стала такой пышной и достаточно светлой. Если вы будете взбивать массу, когда она еще горячая, конечно, у вас на это уйдет намного больше времени. И вы будете перегревать также вашу технику, ваш миксер. Поэтому рекомендую все-таки перед взбиванием массу немного остудить. И вот когда взбилась масса до такого состояния, когда она уже, как видите, тяжело сползает с венчика, не растекается, миска у меня уже абсолютно холодная, все готово. Вы видите, какая воздушная масса, а какая она вкусная. Выкладываю все в форму и разравниваю. Хорошо вот так вот потрясу, чтобы не было пустот. Закрываю пленкой, которую я смазала растительным маслом. И теперь все отправляю в холодильник для стабилизации. Примерно часика на 4. У меня все очень хорошо застыло в холодильнике. И сейчас извлекаем массу из формы. Убираю пленку. Как видите, ничего не прилипает, потому что хорошо все смазали маслом. Накрываю сверху тарелкой. Кстати, тарелку я тоже немного промазала маслом. Снимаю форму и снимаю пленку. Посмотрите, какой великолепный десерт получился. Такой пружинистый, классный. И теперь разрежу его на кусочки. Я сначала разрезаю пополам. Кстати, нож я ничем не смазывала. Просто вот так вот разрезаю. И разрезаю еще на 3 части, каждую половинку.
у меня будут вот такие квадратики среднего размера. Посмотрите, какие они классные. Как видите, десерт не прилипает, очень хорошо держит форму. Получаются такие подушечки маршмеллоу или зефирки. Очень вкусно. И, конечно, уже сейчас можно наслаждаться вот этим замечательным, удивительным десертом. Они как легкое облачко, буквально тают во рту и оставляют такое приятное послевкусие с легкой вишневой кислинкой. Сегодня мой десерт я хочу сделать более еще интересным. Хочу и зефирки окунуть в шоколад. Здесь у меня черный шоколад. Добавляю столовую ложку растительного масла. Растоплю шоколад короткими импульсами в микроволновке. Я прогреваю в микроволновке примерно по 10-15 секунд и затем перемешиваю. Перегревать, конечно, эту массу не следует. Как видите, зефир у меня лежит на столе. Абсолютно он не тает. Он очень хорошо себя ведет даже при высоких температурах. А у меня в помещении довольно жарко. Итак, я сейчас дотапливаю шоколад. И сейчас будем делать настоящую красоту. Зефир в шоколаде. Я сейчас уже шоколад не прогреваю. Здесь остались вот такие небольшие кусочки, а просто перемешиваю, чтобы шоколад не перегреть. Я сразу подготовила доску, застелила ее пергаментной бумагой. Глазурь готова. Самое главное, чтобы шоколад не был слишком сильно горячим. Опускаю зефирку в шоколад. И так при помощи 2 вилок хорошенько купаю в шоколаде. И выкладываю на пергаментную бумагу. Я не буду все зефирки маршмеллоу покрывать шоколадом, только немного. Покажу вам, как это выглядит. Покажу, как вырезать вот такие формочки. У меня вот формы для капкейков. Складываю, обрезаю с одной стороны край, со второй. Теперь складываю наоборот. И также обрезаю. И вот получаются такие формочки для конфет. И также для декора я растопила еще немного вот такого розового шоколада и украшу зефирки сверху. Конечно, это все делайте по желанию. Рекомендую всем приготовить этот удивительный десерт. Он буквально тает во рту. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Исяков «Позитивная кухня». Всем пока!